Это исследование состоит из цикла выпусков о таком понятии, как Южная Осетия. На основании документов, летописей и книг осетинских ученых вы узнаете, когда появилось нынешнее название для данной местности, являются ли осетины давними жителями Южного Кавказа, а также каковы были геополитические цели в создании осетинской автономии. В предыдущей части мы с вами узнали, какое отношение имеет нынешний осетинский субэтнос туальцы к автохтонному населению Кавказа, именуемого двалами. Настоятельно советую изначально ознакомиться с выпуском «От двалов до туалов», чтобы иметь понимание ситуации к началу 18 века и на основе уже известных нам сведений следовать дальше. Ссылку вы найдете под видео. Сегодня мы обсудим, как и вследствие чего появилось осетинское самосознание у жителей Туальского ущелья и каков был путь к получению автономии. В последующих выпусках вы узнаете, как выглядела обстановка в советскую эпоху. Заботой большевиков Грузии город Старинири, как и вся область, резко изменил свой облик. А также о войне августа 2008 года. Не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это помогает вывести видео в топ, а мы начинаем. Как вы помните из выпуска «От двалов до туалов», место, где 100 лет назад создали осетинскую автономию, осетины заселили не так уж давно. Об этом нам сообщают как летописи, так и осетинское академическое общество. Вы не найдете ни одного документа, летописи или хоть какого-либо доказательства, что до монгольского нашествия осетины жили на южных склонах Кавказа. Ну, если только не учитывать забавные попытки создания себе хоть какого-либо наследия путем фотошопа. Вы послушайте. Идите, мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль. Развяжите меня. А вы будете себя хорошо вести. Спустя несколько столетий после бегства от монголов, уже теснимые адыгами, снова осетинские беженцы двигаются в ущелье Кавказа. Более малочисленное автохтонное племя двалы испытывают на себе две волны ассимиляции и к 17-18 веку начинают использовать осетинский в качестве основного языка общения. Хотя все так же не считают себя осетинами. Что же такого случилось в следующее столетие, после чего на Южном Кавказе появляется такое понятие, как Южная Осетия? Для этого нам нужно оценить обстановку более глобально. Вообще положение осетин к 18 веку было довольно печальным. Адыги, будучи тогда значимой силой, выгоняют их из долины и оттесняют к возвышенностям. Многие осетины, спасаясь, бегут на Южный Кавказ, в Восточную Грузию, именуемую тогда Картли-Кахети. Те, кто остаются, платят дань адыгам и по итогу оказываются зажаты в ущельях. Это очень четко видно на документах того века. Такого понятия, как Осетия в политике той эпохи вообще не существует. Не было ни осетинского княжества, ни какого-либо иного типа государственности. У осетин до 19 века отсутствует даже собственная письменность. Они жили обособленными обществами и больше напоминали племена, объединенные лишь общим языком. Осетией тогда называется участок земли, область, вне зависимости от того, кто на ней живет. Из летописи 18 века нам четко понятно, где земля эта начиналась и где заканчивалась. А границы нынешней Овсетии суть. С востока граница Трусо и Хеви. Потом Казбекский Кавказ и Охотский Кавказ, который лежит от юга к северу и оканчивается в конце Хеви у реки Ламеки. Далее река Ламеки до горы Хитадзе. Черкезисемта. Южной границей служит Кавказ. То есть южной межой этой земли Овсетии был Кавказ. Это сочетается с тем, что мы узнали из выпуска «От двалов до туалов». Туальское ущелье к 18 веку уже испытало на себе ассимиляцию и было заселено осетинскими беженцами из долин, но никакой Осетии к югу от Кавказа тогда еще и в помине не было. И тут случается событие, полностью изменившее баланс сил на Кавказе. После неудачных попыток российского государства в 16 веке захватить Дагестан, в 18 столетии оно начинает новую экспансию на Кавказ. Возводится линия защитных постов и казачьих станиц, а на адыгских землях основывается Моздок. Начинается Кавказская война.
Но если для адыгов, чеченцев и дагестанцев эта война стала тяжелым испытанием, то осетины увидели в ней шанс на спасение. Хотя до этого момента гегемона мало заботили небольшие осетинские общества и их пожелания, с началом боевых действий значение осетинской земли в Кавказской войне стало ощутимым. Как думаете, почему? Для того, чтобы кавказцы не выступили единой линией и не наладили между собой сообщения, их нужно было отделить и уничтожить поодиночке. В 1774 году осетинские общества вступают в российское подданство, а спустя 10 лет основывается Владикавказ. Само название этого поселения дает понять цель его основания – «Владей Кавказом». Он стал самой южной точкой военной линии на тот момент и словно клин был вбит между кавказскими этносами. Захватчики получают желаемый фундамент для дальнейших наступлений на запад, восток и юг. Кстати, сейчас модно быть тем, кто воевал в Кавказской войне, потому от осетинской молодежи часто можно услышать, что якобы осетины защищали Кавказ бок о бок с имамом Шамилем. Но непонятно, зачем им было воевать в Дагестане, если их земли вошли в состав российского государства еще за 20 лет до того, как Шамиль вообще появился на свет. В таком случае логично было бы отвоевывать свою землю, чем покупать путевку в Дагестан в поисках боевой славы. Конечно, это уже фантазии нашего века, попытка исказить действительность. А вот что на самом деле было, исходя из слов официальных осетинских политиков. Это было ее желание, попросила русское царство. Что самое интересное, значит, первые послы в Санкт-Петербург осетины отправили в 1745 году. То есть фактически десятки лет мы постоянно обращались, наши послы ездили туда, их принимали, и уже окончательно Южная Осетия, извиняюсь, Осетия вошла в состав Российской империи уже в 1774 году. Что Южная Осетия должна быть и будет в составе Российской Федерации, поэтому у нас другого пути исторического нет. Мы не можем идти мыкаться куда-то там. Мы четко должны понимать, что эта идея не Анатолия Ильича как президента, это идея народа, и вот с этой идеей мы живем. Также от осетинской молодежи частенько сыплются обвинения к адыгам и грузинам, что якобы это они способствовали российской экспансии, а не осетины. Действительно, и те, и иные устанавливали дипломатические отношения с Москвой. Да только обвинители почему-то умалчивают тот факт, что ни адыги, ни грузины никогда не пытались войти в состав России, а лишь добивались союза и военной помощи, в отличие от осетин. Что касается Картли Кахети, на моем канале вы можете найти цикл выпусков на эту тему, после чего у вас не останется ни малейшего сомнения в том, что так называемая мольба о спасении не больше, чем советский миф. Об адыгах даже нет смысла что-либо обсуждать, так как никто в Кавказской войне столько не бился за свою свободу, как они. Дело в том, что адыги в 18 веке занимали большую часть Северного Кавказа, а грузины Южного. И эти две нации меньше остальных желали изменения положения дел. Чего не скажешь о стесненных и зажатых в ущельях осетинах, мечтавших снова заполучить долины, захваченные адыгами. Не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, они заняли позицию более сильного, ожидая за свою лояльность неких дивидендов. Именно поэтому не стоит удивляться, что осетины с такой легкостью пустили на свои земли захватчиков, пока их соседей уничтожали и выселяли. Это всего лишь политика, каждый должен как-то выживать. Как вы поймете в будущем, такой подход полностью себя окупил. Вот как выглядит Осетия сегодня. Земли осетин на момент начала Кавказской войны составляли лишь небольшую часть от нынешних. За лояльность новому хозяину Кавказа им были отданы владения почти от каждого соседа. Самый большой кусок чужой земли осетины получили на юге,
Он составляет почти половину от нынешней Осетии, и в отличие от многих отданных им земель, где осетины вообще не жили на момент их получения, здесь к началу 20 века они уже составили большинство. Думаю, что у вас возникает недоумение. Как так? Еще в 17 веке здесь никаких осетин и близко не было, а за 200 лет они уже достигают почти 70% от всего населения. Сейчас поймете, в чем фокус. Как вы помните из книг уважаемых осетинских ученых, две волны беженцев сначала заполонили ущелье Двалети. Само собой, на возвышенности земли всегда не хватает, и потому многие начинают спускаться в долину. Только не к себе в Осетию, а на южные склоны Кавказа, в грузинское государство Картли-Кахети. Нужно понимать, что этому способствовало два важных момента. Область, где сейчас находится так называемая Южная Осетия, не была густо заселена, а потому земли хватало всем. К тому же местные жители отнеслись к осетинским беженцам довольно тепло, что способствовало последним все более активно спускаться в долины. Тут стоит пояснить, почему это так важно. Особенностью Кавказа является повсеместная нехватка свободной земли для пастбищ и возделывания, потому если бы местные видели в поселенцах опасность, то не позволили бы им здесь обосноваться. Поначалу действительно все было относительно спокойно. Но ситуация начинает меняться после аннексии Картли-Кахети в начале 19 века. Осетины стали надежным фундаментом для российской политики на Кавказе, а потому новое начальство делает все, чтобы не лишиться их лояльности. Тут начинается самое увлекательное. В 1842 году на землях нескольких участков около Джавы и Малой Ляхви создается Осетинский округ. И хотя уже в 1859 году он был бесследно уничтожен, тем самым закладывается фундамент для будущих планов по отношению к этой земле. Это не была автономия или какой-либо субъект, всего лишь название одного из участков Тифлисской губернии, но важно то, что уже с конца 19 века слово «осетинский» появляется на Южном Кавказе, чего никогда до этого не было. Подобные действия влияют на несколько вещей в одночасье. Местным осетинам ненавязчиво закладывают в голову мысль, что, оказывается, они живут не на грузинской земле, как они всегда считали, а на осетинской, что вызывает всплеск национального самосознания и желания автономии. Вместе с тем негодование у грузинских феодалов и опасения лишиться власти на своих владениях толкает их к отчаянным действиям. Наиболее известные из них были князья Мачабели. По их имени эту землю также иногда называют Самачабло. Действия российских наместников заслуживают отдельного внимания. Им наиболее выгоден этот конфликт, так как он ставит конфликтующих в зависимое положение, и они выясняют отношения между собой, забывая, что каждый из них находится под оккупацией. Имеют место боевые столкновения, когда осетинские банды нападают на владения князей, а те с помощью войск делают походы в ущелье, но ситуация от этого особо не меняется. Некоторые осетинские общества, в числе коих и не признававшие над собою никакой власти, присылали поверенных от себя к прежнему начальству, а ныне и ко мне, прося дать им главного пристава, но только из русских чиновников, а отнюдь не из грузин. Выдержка из рапорта генерала Головина военному министру графу Чернышову. То есть осетины с большим удовольствием подчинялись российским военным, но не местным князьям. Как и в случае с адыгами, они почувствовали, за кем стоит большая сила, и тому были лояльны, что логично. Куда более важным было то, что оставалось без внимания. Вы еще не забыли о двалах? Так вот, они никуда не делись и являлись живыми свидетелями недавнего заселения осетин на свои земли. Это сейчас, спустя 2 века, можно сочинять сказки, что осетины живут там миллион лет и бегали голышом за мамонтами, но в 19 веке все еще отлично помнили, кто такие осетины и откуда они тут появились. А потому нужно было что-то с этим делать. Одна за одной издаются научные статьи и книги, где люди, очень далекие от Кавказа, начинают давать свою оценку кавказским этносам и племенам. Именно тогда появилось множество мифов и искажений в политических целях.
Так ненавистных адыгов поделили на несколько наций. То же самое попытались сделать с грузинами. Но по отношению к осетинам подход был совсем иной. В осетины стали записывать всех, кого ни попадя. В Двалах следует видеть жителей области Двалети, южных осетин, известных до сих пор северным их соплеменникам под именем Туалта. Южная Осетия в старой географии Грузии называлась Двалетия. Это название происходит от древнего самоназвания населявших ее осетин – Туал. Согласно часто приводимой географии Грузии, грузины делят народ осетин на два больших племени, которые, однако, по языку и нравам мало отличаются друг от друга, а именно на собственно осетин и на двалетов или двали. Осетины на южном склоне хребта занимают область, известную в грузинской географии под названием Двалети. Северные осетины называют их общим именем Туалта. По Вахуште двалы, осетины и дальше это отождествление распространяет на все Средневековье. Двалы-осетины обитают на территории Южной Осетии с древних времен. По географии Вахушти двалеты были осетины. Как вы можете заметить, почти все они ссылаются на один и тот же документ летописца Вахушти Батонишвили. То есть никто даже не пытается сделать вид, что существуют какие-либо иные источники для подобных умозаключений. Тем не менее, тогда все отлично понимали, что никто не будет ехать в Тифлис, искать книгу Вахушти, дабы убедиться, что это не фальсификация. Подобную тактику и по сей день используют многие телеведущие. Тогдашние так называемые ученые были аналогом нынешних специалистов по всему, во всяких ток-шоу и новостных сводках, для того, чтобы на них можно было ссылаться, неся полнейшую ахинею. Очень многие любят худеть к лету или, например, украшать себя к Новому году. Почему бы и нет? Сегодня все узнаем у нашего эксперта. У нас в студии гость программы, руководитель Центра красоты и здоровья Альфир Анастасия Идрисова. Здравствуйте. Здравствуйте. Что же касается того, что на самом деле писал Вахушти, то тут все однозначно. После же нашествия Тамерлана и особенно по взятии Константинополя турками овсы вступили в Кавказские горы и покорили кавказцев и двальцев. Вахушти Багратиони, география Грузии. Автор географии называет двалов среди грузин-горцев и четко отделяет двалов от алан. Наталья Георгиевна Волкова, ученый-кавказовед. Это мы выяснили еще в выпуске «От двалов до туалов», где абсолютно понятно, что никакого отношения осетины к двалам никогда не имели. Но если даже сейчас многие люди ведутся на фейки из новостей, убеждены, что Земля плоская и все в этом духе, то естественно, в 19 веке все, что было сказано каким-либо ученым, даже если он никакого отношения к Кавказу не имел, считалось за истину в последней инстанции. Вот так вот постепенно двалы становились сначала осетинским субэтносом туалы, а в советскую эпоху их уже окончательно зачислили к осетинам. Можно сказать, что до 20 века двалы уже не дожили и окончательно смешались с более многочисленными осетинами. Этому способствовала еще одна волна заселения Южного Кавказа. С 1860 по 1880 год численность осетин на южных склонах увеличилась более чем вдвое и стала сопоставима с количеством осетин в самой Осетии. Сейчас кто-то даже пытается сочинять легенды о том, как же плохо жилось осетинам на грузинской земле, но, учитывая темпы появления на Южном Кавказе поселенцев из Осетии, невольно начинаешь задумываться, что либо такие сказки это полнейшая чушь, так как никто не будет бежать в места, где все так плохо, как сейчас об этом поют. Либо же осетины в 19 веке были мазохистами и специально искали, где похуже. Естественно, движение осетин на юг полностью соответствовало геополитике России, учитывая, что с момента аннексии Южного Кавказа на грузинской земле поднимались десятки восстаний. Эти земли нужно было заселить более лояльным населением. К тому же, если поселенцы 18 века еще учили грузинский язык, использовали местную письменность, женились и выходили замуж за местных, то к началу 20-го столетия сложилась ситуация, когда осетины обособились и возлагали свои надежды исключительно на власть российского наместника. А юг Кавказа они уже стали называть южными осетинскими землями. Все было готово для конфликта.
Но как бы не так. В 1918 году Грузия восстанавливает свою независимость, спустя 2 года подписывается Московское соглашение, где Москва и Тбилиси устанавливают границу по Кавказу и отказываются от каких-либо конфликтов по землям. Но документы документами, а большевики не особо-то хотели лишать себя бывших владений, а потому активно поджигают местных к восстанию с целью воссоединения всех в единый социалистический блок. Еще в 1918 году осетинские коммунисты пытались поднять бунт, но не получив никакой помощи из Москвы, он не увенчался успехом. Подобная попытка была и в следующем году, также закончилась ничем. И вот, наконец, в 1920-м, когда большевики уже окончательно победили белых и взяли полную власть, было подготовлено масштабное восстание с целью создания повода для оказания так называемой помощи бедным осетинским коммунистам, вынужденным жить под гнетом ужасных капиталистов. Но, к удивлению Москвы, даже готовясь в течение полугода, все, что удалось осетинским большевикам, это объявить о создании Советской Южной Осетии и спустя несколько дней после введения грузинских войск благополучно сбежать. Но это еще не самое увлекательное. В 1990 году Юго-Осетинский областной совет депутатов назвал это событие геноцидом осетинской нации. Сегодня в Осетии годовщина скорбной памяти. Памяти одной из самых трагических страниц истории – геноцида, совершенного Грузией в 1920 году. Вас заливает. А сейчас небольшая аналогия. Проверь себя, насколько ты осетинский депутат. Когда на земли адыгов явились захватчики, уничтожив или выселив до 90% местных жителей, для осетинских депутатов это, оказывается, не геноцид. Когда чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев выселили, оставив на погибель, это тоже не геноцид. А когда в одну из грузинских областей заселяются осетинские беженцы, спасаясь от голода и войны, а потом, подначиваемые влиятельным соседом, поднимают восстание, вследствие чего изгоняются с этой земли, это геноцид. Не путайте, пожалуйста. Уважайте мнение юго-осетинских областных депутатов. Их осталось так мало. И хотя у осетинских большевиков ничего не получилось добиться силой, им снова на помощь явилась Москва. В 1921 году Советская Россия захватывает Грузию и в качестве медальки за отлично выполненную службу создает Юго-Осетинскую автономную область, попутно включая в нее даже те земли, где осетины не жили вовсе. Столицей Южной Осетии становится Цхинвали, где на тот момент осетин, только не смейтесь, пожалуйста, жило всего лишь несколько сотен, да и то в соседних селах на отшибе. Они тогда от силы составляли 10-ую часть от населения своей новой столицы. Тут же осетинские коммунисты, увидев необычайный момент, умоляют Сталина объединить две Осетии в единую, но он отказывается это сделать, и в следующем выпуске вы узнаете почему. Напишите под видео свое мнение, почему же Осетию не объединили воедино в начале 20 века. Кто выскажется максимально точно, увидит свой коммент в следующей части. А сейчас я бы хотел показать вам ответы тех, кто был близок к пониманию обстоятельства, вызвавшего моментальную ассимиляцию двалов осетинами в 18-19 веках. Вы большие молодцы, ведь не каждый догадался. Действительно, республика всегда была форпостом России в этом регионе. Вот это поворот! А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей части.